Россия согласилась на прекращение огня, но есть несколько важных деталей и еще больше условий. Обо всех расскажем. Миллионы людей на улицах по всему миру, крупнейшие протесты против президента, который уже планирует улететь из страны. Заявление о завершении войны. Разведка дает шокирующий прогноз, который полностью противоречит сказанному ранее. Обо всем расскажем. Раскол в ЕС. Главы МИД сцепились в сети. Громкое обвинение и жесткий ответ. Во что перерастет скандал? Последний приказ Путина, кому он его отдал и почему последний? Досмотрите. Об этих и других главных событиях воскресного утра 19 октября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Украина входит в эпоху, где спокойствие станет редкостью, а готовность к войне нормой. Об этом говорит глава української розвідки. Абсолютно мирного, беззагрозливого життя на найближчі роки навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні, мова не про це. Але про те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі збройної відсічі, в будь-який момент, це буде, як то кажуть, і виклик, і наша змога. Для нашего суспільства мається на увазі. И с цим придется жить. Эти слова прозвучали вскоре после того, как Дональд Трамп, обсуждая с Владимиром Зеленским возможное прекращение войны, заявил, что Украине и России нужно остановиться там, где есть. Но, похоже, разведка видит реальность иначе. Война может сменить форму, но не закончится. Крупнейшие протесты против Трампа, массовые акции из-за политики президента США. Организаторы называют их «No Kings» — «никаких королей», подчеркивая, что Америка не подчиняется единоличному правителю. Акции проходят более чем в 2500 городах и поселках. Участие, по оценкам организаторов, примут миллионы человек, что может стать крупнейшим днем протеста в истории США. Движение «No Kings» возникло летом 2025 года как ответ на ужесточение власти и милитаризацию городов, где Трамп ввел подразделения Национальной гвардии вопреки воле местных властей. Экс-вице-президент Камала Харрис вмешалась, призвала американцев присоединиться к акциям, подчеркнула, что протест должен оставаться мирным. В нашей стране власть принадлежит народу, и завтра я призываю каждого выйти на мирный протест против того, что сейчас происходит в нашей стране, и выразить свою позицию относительно той Америки, в которую мы верим. Так что присоединяйтесь к акции No Kings и, пожалуйста, берегите себя. Сам Трамп уже отреагировал на протесты, заявив журналистам, цитирую, «они проведут свой день. Думаю, там будет немного людей». Конец цитаты. Несмотря на это, в десятках городов уже установлено усиленное полицейское присутствие. По данным СМИ, некоторые протестующие планируют маршировать в желтых одеждах, символе сопротивления авторитаризму. Помимо США, акции солидарности Snow King прошли и за рубежом в Лондоне, Токио, Стокгольме, Лиссабоне, Мадриде. Организаторы назвали день 18 октября моментом истины, проверкой того, готова ли Америка снова напомнить, что у нее нет королей. Свидание с диктатором. Трамп готовится встретиться с еще одним безумным самодержцем. Американские власти обсуждают возможность новой встречи президента Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Впервые с 2019 года. Об этом сообщила CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне. По данным телеканала, переговоры пока ведутся неофициально, без конкретного планирования. Встреча могла бы пройти в следующем месяце во время азиатского турне Трампа, но между США и КНДР сейчас нет прямых контактов, в отличие от периода первого президентства Трампа. Источники утверждают, что письмо президента США, направленное Ким Чен Ыну в начале года, Северная Корея не приняла. Белый дом сейчас сосредоточен на организации визита американского президента в Китай и встречи с Си Цзиньпином, где будут обсуждаться торговые противоречия между странами. У меня отличное отношение с Ким Чен Ыном. Надеюсь, так и останется. Думаю, так и будет. У нас очень хорошие отношения. Я его понимаю. Я проводил с ним много неофициального времени, обсуждая вещи, о которых, наверное, не стоит говорить. И мы действительно хорошо ладим. Я считаю, что у его страны огромный потенциал. Колоссальный потенциал.
Ранее Трамп заявлял о намерении возобновить диалог с Пхеньяном. За первый срок он провел 3 встречи с Кимом в Сингапуре, Ханое и на корейской границе, став первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР. Несмотря на громкие заявления, переговоры тогда не принесли конкретных результатов. Дипломатический скандал в ЕС. Варшава и Будапешт сцепились из-за дела о северных потоках. Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в оправдании терактов после того, как Варшавский суд отказался выдать Германии украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов. Скандально, по мнению Польши, если вам не нравится какая-либо инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать. Этим Варшава фактически дала заблаговременное разрешение на теракты в Европе. Польша не только освободила, но и восхваляет террориста. До такого состояния дошло европейское верховенство права. В ответ польский министр резко парировал: когда на твою страну нападает агрессор, самооборона не преступление. Нет, Петр, когда иностранный агрессор бомбит твою страну, ты имеешь полное право нанести ответный удар, подрывая его способность финансировать войну. Это называется самообороной. Окружной суд Варшавы накануне отменил арест подозреваемого в подрыве северных потоков и отказал Германии в экстрадиции. Премьер-министр Дональд Туск поддержал решение суда, назвав его законным и справедливым. Берлин заявил, что уважает решение Варшавы, хотя в дипломатических кругах Брюсселя уже обсуждают, не приведет ли инцидент к новому витку напряжения в ЕС. На Запорожской атомной электростанции, которая остается под контролем российских войск, впервые за месяц начали ремонт внешних линий электропередач. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергетике. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, работы стали возможны после установления локальных зон прекращения огня, что позволило безопасно допустить специалистов к объекту. Создание локальных зон прекращения огня позволило приступить к ремонту. Восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности. Обе стороны конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы реализовать этот сложный план восстановления. МАГАТЭ подчеркнула, что обе стороны конфликта сотрудничали с агентством при реализации этого сложного плана. Странная ситуация, как минимум, в том, что Россия постоянно создает угрозы для станции, а сейчас якобы согласилась на прекращение огня. Поговорили об этом с военным аналитиком. Медийная составляющая, ядерный объект, тут и Запад можно попугать, и украинцев, и россиян. И на этот раз я могу сказать так, что, по всей видимости, стороны осознали, плюс МАГАТЭ задействовано напрямик, что необходимо дать передышку, чтобы могли что-то починить, потому что повышаются риски. И вот по поводу перемирия, это, кстати, касается любых вопросов и любых перемирий. Если в самом деле обе стороны заинтересованы, то перемирие будет работать какое-то время, тем более, что там задействованы представители МАГАТЭ. Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция, и находится она под контролем оккупантов с 2022 года. МАГАТЭ не раз предупреждала о серьезных рисках для ядерной безопасности из-за продолжающихся боевых действий в районе станции. Чудесное излечение пропагандистки. Путин приказал Симонян выздороветь, и она пообещала выздороветь. Обещание, данное вождю, нужно сдерживать. Дорогая Маргарита, мы все знаем, в этом коллективе точно знают все, как вам сейчас непросто и через какой период в своей жизни, в вашей семье вы сейчас проходите. Но на работе вы всегда проявляете мужество, стойкость. Уверен, что ты справишься и сейчас. Спасибо. Я обещаю. Тут выздорови или умри. Как думаете, какой вариант будет ближе пропагандистке? Феодосия в огне. Спутники показали полное уничтожение нефтебазы после 2 атак дронов. Украинские беспилотники дважды ударили по нефтеперерабатывающему заводу в оккупированной Феодосии 7 и 13 октября. По спутниковым снимкам 11 резервуаров с топливом уничтожены. Еще несколько получили серьезные повреждения и, вероятно, не подлежат восстановлению, пишет Радио Свобода. После второй атаки ночью 13 октября загорелся морской нефтяной терминал. Пламя охватило 16 резервуаров одновременно.
Пожар был виден из разных районов города. Это уже третья крупная атака на топливную инфраструктуру Крыма за последние недели. 29 сентября дрон поразил еще одну нефтебазу в Феодосии. Эксперты отмечают, серия ударов по крымским НПЗ нанесла серьезный урон российской военной логистике на юге. Ну а судя по спутниковым снимкам, нефтебаза фактически стерта с карты. Израиль блокировал турецкую спасательную миссию в Газе и обвинил Хамас в попытке сорвать план Трампа. Турецкая гуманитарная группа не смогла попасть в сектор Газа, чтобы помочь боевикам Хамас искать тела израильских заложников. В Тель-Авиве уверены, группировка сама знает, где находятся останки не менее 10 человек и тянет время, чтобы затормозить реализацию второго этапа плана Трампа, который предусматривает ее разоружение. Перемирие, спасательной операции, политика все тоньше натянутой струны. Один неверный шаг, и план Трампа может рассыпаться, как пепел над Газой. Поговорили о том, насколько прочным может быть мир в регионе с военным аналитиком из Израиля Давидом Шарпом. С начала прекращения огня Израиль наносит удары по объектам Хизбаллы в ограниченном режиме. То есть на сегодняшний день, просто я для вот такого некого понимания общего могу сказать, что 330 чем-то боевиков или более 300 боевиков Хизбаллы, и, как правило, речь идет о младших командирах и командирах среднего звена, ликвидированы с момента прекращения огня. При этом иногда Израиль наносит удары по локациям, представляющим серьезно, кроме ликвидации тех, кто пытается, скажем так, восстановить ту или иную структуру и усилить активность в Южном Ливане, их просто уничтожают. И, кроме всего прочего, уничтожаются периодически места складирования и производства боеприпасов, а также пресекаются попытки восстановить какую-то, назовем это, полуфортификацию, полупроосуществить строительство. Беларусь отрезает себя от валюты. Лукашенко подписал закон, запрещающий кредиты в долларах и евро. Все, больше никаких долларовых и еврозаймов. Решение объясняют стабилизацией рынка, но на деле оно стало следствием валютного кризиса, который начался после санкций и потери Минском доступа к доллару и евро с начала полномасштабной войны. По новому закону гражданам запрещено брать займы в валюте даже в эквиваленте, кроме как у близких родственников. Единственное, жилье нельзя закладывать под кредиты, а компании, не являющиеся макрофинансовыми организациями, не смогут давать деньги частным лицам, кроме своих сотрудников. Также вводятся жесткие лимиты на проценты и штрафы по займам. Документ меняет сразу 3 ключевых акта: Гражданский кодекс, а также законы о валютном регулировании и о рекламе. Вступит он в силу через 6 месяцев после публикации, так что есть еще полгода, чтобы что-нибудь занять. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.